Из Медведевой получился отличный комментатор, недовольны только фанаты Загитовой. Женя достойно справилась с дебютом в новой роли, но получила массу критики. Противостояние звезд фигурного катания снова обострилось. На этапе юниорского гран-при по фигурному катанию в Польше состоялась грандиозная премьера. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева впервые выступила в роли комментатора и собрала массу восторженных отзывов. Звездная фигуристка много шутила, сыпала историями из личного опыта и не показывала никакой робости. Конечно, Жене еще есть куда расти, но для первого раза она справилась на отлично. Однако не обошлось и без критики, которая временами больше смахивает на хейт. Евгений ставит в упрек слишком свободную манеру репортажа, не лучшее, по мнению критиков, чувство юмора и излишнюю раскованность. Все то, чего отчаянно не хватает ее конкурентке некогда на льду, а теперь и в медийном пространстве. Очень похоже, что Медведевой комментатором недовольны в основном фанаты Алины Загитовой. Противостояние фанатов Медведевой и Загитовой обострилось. Дебют Медведевой в роли комментатора случился на фоне очередного обострения отношений между фанатскими группами Жени и Алины. Поклонников Загитовой очень задело высказывание директора «Самбо-70» Рената Лайшева, который объяснил приглашение Медведевой на роль ведущей юбилейного концерта школы ее хорошей дикцией и московским происхождением. Загитова не вела, потому что решили, что должны быть мужчина и женщина. А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская, сказал Лайшев. Фанаты Алины, естественно, не были согласны с мнением Рената Алексеевича, а один из основных аргументов заключался в том, что Первый канал второй сезон кряду выбрал в качестве ведущей Загитову, в то время как Медведева стала лишь рядовой участницей. Вряд ли стоит объяснять, что сам факт появления Медведевой у микрофона рушит всю аргументацию фанатов Загитовой. Человека с плохой дикцией и узким кругозором никогда бы не поставили вести многочасовой репортаж в прямом эфире, пусть и в паре с опытным коллегой. Здесь просто невозможно говорить заученный текст, делая по несколько дублей. Если принять во внимание, что Медведева не имеет профессионального журналистского образования и никакого опыта комментирования, то ее дебют вышел очень и очень достойным. В первую очередь стоит отметить подготовку спортсменки. Она не только использовала дополнительную информацию, чтобы скрасить паузы между выступлениями, но и вполне профессионально разбирала прокаты фигуристок. Например, Женя часто упоминала, какой элемент выполнен и насколько качественно. Также она делилась закулисными секретами. О необычных выходах с вращений, о правилах исполнения каскадов, о трудностях добавления дополнительного прыжка при срыве элемента. Самое ужасное, что даже если не получается каскад, если ты пытаешься что-то исправить и прицепить еще где-то, то делаешь только хуже. Если сделаешь каскад на обязательном элементе, он тоже не засчитается, рассказывала Медведева. Не забывала фигуристка и о более простых вещах. Оценить фасон платья, артистизм фигуристок, общий настрой тренеров, Женя не упускала ни одной мелочи. Как спортсменка, она представила зрителю возможность взглянуть на происходящее на катке с позиции участниц соревнования. Естественно, не обошлось без ностальгических историй, в которых Медведева рассказывала о собственной карьере и своем опыте. Но и это выглядело более чем уместно. Жене удалось соблюсти баланс между качественной экспертизой и любопытными байками. Под трансляцией на канале Первого канала в YouTube много положительных отзывов о работе Евгении. Евгения, браво! Для дебюта очень достойно. Дикция, профессиональное разъяснение, доброжелательный тон, интересные подробности, уместный юмор. Очень приятно было слушать. Спасибо за комментатора Евгению, приятный тембр, хорошая речь, профессиональные и небанальные интересные факты, уважительное отношение ко всем. У Жени прекрасный дебют. Хотя волновалась, конечно. Речь грамотная, четкая. Достойная напарница великолепному комментатору Гришину. Критика в адрес Медведевой выглядит необоснованной.
Однако, даже если бы Медведева с первого раза поразила феноменальным талантом комментатора и выдала репортаж уровня Озерова или Синявского, все равно остались бы недовольные. Фанаты Загитовой не готовы мириться с успехами главной конкурентки их любимицы. Есть ощущение, что большинство негативных комментариев – дело рук именно поклонников Алины. Во время исполнения нельзя говорить «неуважение к зрителю». Медведева в роли комментатора – это кошмар. Почему первый так не любит своих зрителей? Женя много слов во время выступлений. Тем более у вас что-то с речью. Не годится она для этой работы. Конечно, первый опыт Медведевой в роли комментатора не был идеальным, но и откровенной критики она не заслужила. Впрочем, Женя уже привыкла жить под давлением и наверняка постарается, чтобы исправить все недостатки и по-настоящему радовать поклонников фигурного катания уже в качестве комментатора. А остальным придется потерпеть. Фигуристка Акатьева заявила, что не думает о рекордах. Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала победу на этапе юниорского гран-при в Гданьске. «Всему меня научила Этери Георгиевна Тутберидзе. Просто я вспомнила, что она мне говорила и постаралась это сделать. Я не думаю о рекордах совсем. Просто я люблю дело, которым занимаюсь. Люблю прыгать сложные прыжки. Мне приятно, что у меня получилось на старте сделать то, чего еще не делала. Конечно, хочу выучить все четверные. Следующим, надеюсь, будет четверной флип. Пока что идет подготовка флипа. По приезду из Гданьска планирую начать входить в него. Участие в международных соревнованиях принесло мне опыт выступления с разными соперниками, представителями разных стран. Выступать на международных соревнованиях для меня огромная мотивация развиваться дальше, двигаться вперед в презентации, катании, других составляющих программы. Также я учусь справляться с эмоциями, анализировать ошибки, допущенные ранее, чтобы не повторить их вновь, приводит слова Акатьевой пресс-служба Федерации фигурного катания России. В произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной аксель и 3 четверных прыжка. По сумме программ фигуристка набрала 225,64 балла. Я потерял дар речи. Иностранцы о зарождении юной звезды фигурного катания из России. 14-летняя российская фигуристка Софья Акатьева выиграла второй этап юниорского гран-при подряд. Помимо победы впечатляет и ее программа выступления. Акатьева стала первой фигуристкой в истории, чисто исполнившей тройной аксель и 3 четверных прыжка в одной программе. В Гданьске Соня буквально парила под музыку из мультфильма «Мулан», выиграв гран-при с большим отрывом от ближайших конкуренток. Столь триумфальное выступление не смогли обойти зарубежные поклонники фигурного катания. Вот как они комментируют выступление Софьи Акатьевой. Мне понравилось ее выступление. Действительно мощная программа с множеством различных элементов, а от музыки так и вовсе бегут мурашки по коже. Не могу дождаться, чтобы увидеть Акатьеву на взрослых соревнованиях и Олимпийских играх. Я уверен, что у нее все будет хорошо. Софья Акатьева в буквальном смысле закрывает дверь для других фигуристок. То, как она плывет по льду и улыбается каждый раз, когда приземляется после прыжков. Я потерял дар речи. Она настоящая ледяная богиня. Пожалуйста, оберегайте Акатьеву любой ценой. Я смотрел гран-при только ради того, чтобы увидеть Акатьеву. Что ж, впечатляет. Интересно, как долго продлится ее доминирование. Еще одно впечатляющее выступление от Акатьевой.